Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Слышу слово, которое идет из сектора магии. Ты козел. Вот где-то на уровне колен, чуть-чуть выше, с правой стороны, как будто бы кто-то держит в руках такого козлика какого-то. А из сектора магии пытаются одеть венок колючий, тот, который я уже видела сегодня у Мгм. Людмилы на сеансе. Вот. Да, это претензии антимира. А вижу, ты так стоишь Мгм. и так смотришь на это все. А оно перед тобой вот так вот. А ты смотришь, так, сияющий, и смотришь куда-то туда, идет такой, как там считывается булавка. Мгм. Так, ну хорошо, Виктория, сразу считаем мои эфирное ДНК. Я ли это? О, да, это ты. Считывается господин живых. Мгм. Что это значит, господин живых? Я вижу, что у тебя на голове есть имплант. Он выглядит как шлем, как у Людмилы вот так сзади был. Мгм. Он вот так вот идет сзади, вот так вперед и закрывает вот весь нос. И такая рура, это труба, черная, да, и в Мгм. сектор интерферентов. А внутри находится, я слышу, божественный дух созидания от тебя а это конструкция для того, чтобы как бы утянуть эту божественную энергию вот туда, уходит в эгрегор, и там такое впечатление, как в каком-то подвале, много таких светлых душ, там дети, женщины, мужчины, как будто бы ютятся так все. Мгм. Читываются ненавистные души антимира. Но они все сияющие в таком черном заточении. Мгм. Заточение. Разберемся. Так, да. Спроси, Виктория, у меня разрешение потрудиться со мной и для меня? Да, ты разрешаешь. Мгм. Так, что это за такой имплант? Шлем. Откуда он у меня появился? Вижу в секторе магии, как будто бы кто-то заколачивает гроб. Держит вот так во рту гвозди, М. заколачивает гроб. Я слышу, прячет тело. Приказывает тому в секторе магии проявить согласно ему физическому ДНК на тот момент. Кто он такой? Приказываем отвечать. Так, вижу вот так, как тельняшка какая-то сверху, такие Мгм. полоски идут, какой-то плащ, Приказываем борода. отвечать. Кто он такой? Считывается странник, путешественник во времени, Мгм. энергетический вампир, казуальный сегмент, отщепенец. Мгм. Так. Кто он такой, как мы его знаем? Приказываем отвечать. Он говорит, это же я, Илья. Мгм. Так, что это он заколачивает? Что он делает в моем пространстве? Приказываем отвечать. Он говорит, что он продолжает наносить удары в спину Мгм. лежачим. И вижу, что
его удары вот так направлены именно в этот сектор живых. Так и считывается живые. Мгм. Так. Как это удары, связаны со мной? Почему я принимаю эти удары? Он говорит, я зацепил тебя за живое. Мгм. Что это за живое? Каким образом он меня зацепил? Что является зацепкой? Так, я вижу царский трон, который с левой стороны черный, почернел под ключики. А царь ходит и ищет что-то, не может найти. Он что-то потерял. Мгм. Он как будто бы ищет туда-сюда, в этом кресле поискал, на кресле, дальше вот так сюда-сюда смотрит, ищет. Сейчас я поговорю, что он ищет. Мгм. Какой-то ключ потерял. Так. Какой-то ключ разумения, ключ понимания. Мгм. Слышу, отречься от престола. Так. Мгм. Так, что это решение его отречься от престола? Я слышу подсознательный дефект, искажение реальности. Исходит от этого, я слышу, первотворца смерти. Через этого из сектора магии. Мгм. Есть, смотри, первотворец жизни, который сотворил все. И есть, ну, правильно, первый источник, тот, от которого смерть пошла. Все логично. А ты Мгм. ищешь ключ разумения, понимания. И я вижу, как в том моменте этот престол начинает как бы окружается этими черными энергиями, а ты как-то через купол поднимаешься вверх. Мгм. И когда ты поднялся вверх, пошатнулся этот купол. Я Так, услышала быки. Были установлены быки. 4. Мгм. Это как колонны? Это как колонны, которые как подпирают. Мгм. Потом появились такие, я слышу, минареты. Это Вая София. Мгм. А ты оттуда полетел вот сюда, где это заточение. И ходишь там, и как будто бы кормишь этих, которые там находятся. Слышу, даешь надежду. А в эфирном плане пришел колдун, я слышу, сел на престол, занял место святое, сел на престоле святом. Мгм. И я вижу, как он вот начинает вот так приглашать других демонов, которые приходят. Они как будто бы сидели вот так и только ждали на корточках. А как он только сел, сразу э, побежали как бы к нему помогать. Мгм. Потом крестовые походы, я слышу уничтожение веры святых, ам, возникновение веры в Христа.
и вижу, как тебе тыкают вот этот терновый венок. Это в эфирном пространстве. Навязывают жертвенный агнец. Я слышу, вот этот агнец, то есть принесенный в жертву, типа я слышу ради спасения миллионов, то есть других всех людей. М. Я слышу возникновение религии зла, лжи, программирования. И возникает, я вижу, слышу в секторе магии орден, пси-технологии, иезуитский орден. Мгм. И вижу в секторе магии находится Папа Римский с этой тиарой на голове. И снова слышу возникновение христианства, религии лжи, Мгм. да, религии убийства, магии, насилия, вот это считывается. А он там сидит и как-то неестественно сияет. Энергия. Я Это смотрю, Папа и в нем Римский? есть. Он такой черный, гипноз считывается, а вот где голова, где тиара, там вижу, что как-то сквозь такую черную эту пробивается такими, как будто бы, знаешь, как лава течет, и сквозь лаву там пробивается огонь или что-то такое. Как Мгм. будто бы такое оно крэш, то есть как разорванное, изнутри там светится. А я слышу, что светится облик Христа. А на самом деле я вижу, что это Что там как светит? змей, как дух змея, змей такой. Я вижу, сразу мне пошла аналогия, как этот новый храм они построили. И вся конструкция храма в виде морды змеи. Вот почему. Потому что Папа Римский является носителем духа этого змея библейского, так называемого. А это энергия сияющая. Вижу в секторе магии, в этом эгрегоре, как тяжело. Там слышу души убиенных. А ты ходишь там и как кормишь их. И эта М. твоя энергия тоже пробивается сквозь него и благоволит паству к себе. То есть люди считывают твою божественную энергию в Папе Римском. Он объявил себя как наставник Христа. Мгм. И за этим сиянием они считывают, то есть это их обманывает. И я вижу, как они все получают этот терновый черный венок на головы. Им так просто как, слышу, контракты, так пух, 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 посвящение. Вот. М. И это все под руководством какого-то ордена иезуитов, Мгм. хранители тайн. Основано на жертвоприношении. Я Мгм. вижу там стол, на столе, а, в эфирном пространстве, так и считывается агнец, то есть ягненок, разрешивший себя принести в жертву. Ну, так как и учат христиан быть готовыми всегда принести себя в жертву. И то, что мы видим, как оно сработало в России. Мгм. Шизофреник Путин послал убивать свой народ, и тот побежал убивать украинцев. И уже более 200 000 погибло. 100 000 только под Бахмутом, который никому не нужен, этот город. Как в пропасть. И так написано в Библии, что будут идти как быки с красными глазами, знать, что ждет смерть, но все равно идут.
Мгм. вот эти программы самоуничтожения, да. Так, Так. а какое отношение к тебе имеет? Вот я вижу, М. оно как контракт какой-то, соглашение на передачу власти. Мгм. Хм. На передачу власти упырям. И ты Так. берешь пока вот так. Это и есть причина, вот этот имплант, и есть М. причина этого сдавливающего эффекта, а в третьем глазе третий глаз закрыт, Мгм. используется твое зрение духовное для насаждения, я слышу, чужой религии. Офи Да, уж. Считывается как-то упырянство, но я такое не повторю, язык не повернется. Мгм. Так, когда это было соглашение на передачу власти? Что на физике происходило? Я вижу, что это снова как будто бы, ну, это, наверное, в эфирном плане сейчас снова как будто Мгм. бы тебя там живьем заколачивают в этом гробу. Сейчас я посмотрю. Ого, ого-го. Я слышу идолопоклонство и вижу, как кто-то целует такой, как кусочек дерева. Создание культа жертвы. Мгм. Ну, чтобы я поняла, какой был вопрос, а то я уже вылетела отсюда и уже не помню. Что было Ну, в тот момент, когда я передал эту власть, контракт? это было магическое воздействие. Ну, снова вот это звучит упыриянской власти. Мгм. А потом слышу магнитуда. Магнитуда- это волны, идет такая от этих колдунов, волна, к твоему вот этому решению, где ты потерял что-то, ты вот так просто сейчас вижу физически, как ты что-то ищешь на этом троне. Я спросила тебя, что ты ищешь, а ты говоришь, что обручальное кольцо с первотворцом. Мгм. А почему обручальное кольцо? Что это означает? Что это за кольцо такое? Оно считывается как верность конам жизни. Мгм. И сразу почему-то пошла эта аналогия, как Путин на каком-то собрании подарил кольца участникам вот этой какой-то группировки. Пытается там склеить Ага. несклеяемое. Вижу этих, э, это символ, это его магический, это магия. Это он, одевает кольца, я слышу, безбрачия, бессилия. Таким образом, это колдуны им руководят, чтобы эти захваченные народы подчинялись точно так же, как, подчиняются этим религиозным догматам, Мгм. быть готовыми принести себя в жертву. Мгм. Так. Мгм. Вот это, значит, кольцо обручения с первотворцом. Да. Что это за кольцо, когда я его потерял? Что это было за событие? Я слышу, принял предложение. И вижу, как ты сидишь на троне, и у тебя, под попой что-то, как будто бы ты там какой-то на бумажке, на листочке сидишь. Ам, Идет в сектор, магии, слышу шлюп. Мгм. А с кем?
Так, То с есть кем? обручение. А с кем? В секторе магии находится вот это существо, которое заколачивает в гробу. Я приказываю ему назваться, как он. А он говорит: Иосиф Виссарионович Сталин. Это его воплощение. Мгм. А в этой жизни это кто? И Это он Илья. показывает, как на М, черной руке. мгм. Да, это Илья. То есть тот Иосиф, этот Иосиф, и здесь Илья. Мгм. Там Аримафейский, здесь Виссарионович, ага, а здесь Мгм, Мамаев. мгм. Так, что это за предложение было? Я слышу уйти в отставку. М, Сейчас я посмотрю. То есть это посеять сомнения, пойти в отставку. Почему? Я сейчас с ним поговорю в том мгм. моменте. Говори. Он выглядит, очень интересно. Он выглядит в таком каком-то, почему-то идет в серебряном одеянии. На самом деле я вижу, как полосатые продольные полосы, как тюремные. Полоса серебряная, полоса черная. А почему-то серебряная, интересно. Мгм. И он что-то говорит, что ты не можешь их победить. Сейчас я посмотрю, на кого он показывает. Мгм. В секторе, он показывает в секторе а, интерферентов. Вижу, что там возле храма недалеко есть такой, как ипподром или что-то круглое. И там как бык, вот как эти тореадоры, как это, сиеста или фиеста, как оно. Так, с быками. С быками, бой с Торадоры. быками. Да, я не помню как. Да, и какой-то красный тореодор, который манипулирует то красной, то черной тряпкой. А этот бык считывается на шествие. Этот бык, это, слышу, вот идет мавзолей. Сейчас М, посмотрю. мгм. В секторе магии культ. Этот мавзолей типа зиккурат. Это культ упырей. Какое-то слово. а, Какое-то не на нашем М, языке. м, Короче, культ упыря, мгм. связанный с эзотерикой, с какой-то еще слово улетает постоянно. А, Какой-то зороастризм. Мгм. А, Вот это. И вижу, как в этом же культе, это как бы уже было предначертано вперед, лежит это Кремль, или как это называется, где этот лежит Ну, э, мавзолей. мавзолей, да, Ленин Мгм. лежит, но там почему-то в эфирном пространстве лежит Путин. Оно так и звучит, Путин. И Ну, может, его уже и положили туда, да, в укромном уголке со всеми ну, остальными. чтобы осеменял, да. И он как бы Мгм. осеменяет своей проституцией, вот этой всей, все окружающее пространство всех, кто в это, э, ну, кто поддерживает эту магию черную. Так, ну Мгм. давай, руководи, а то я уже не знаю, где я есть. Так, Я хорошо. отсоединяюсь, Так, смотрю. вот этот в серебряном одеянии говорит, что не можешь победить их. Да, Что да, это? вот это Мгм. Тореодор. Сейчас смотрю. Мгм. Я слышу, что ты засомневался.
у тебя вот здесь, в голове, как будто бы засомневался в собственной праведности. Он тебе какие-то вот, как бы вот так показывает, какие-то доводы, в чем-то тебя убеждает. Мгм. Так, что это А, за доводы? На чем и оно он говорит, что основано? ты должен им помочь. И я слышу на эфирном уровне, это означает, ты должен им помочь убить себя, дать разрешение на погребение живого духа. Мгм. И вот ты среагировал, тот, который там ходит и кормит. Вот эта история, придуманная, естественно, в Новом Завете 4 эти, где там Иисус эти чудеса делал. Не было такого. Это считывание с эфирного пространства, с этих конструкций для поддержания веры в эту всю ложь. Ты боролся эм, с мафией упырей, которые, вот этот бог Ваал, их главный бог, и вот эти тайные Мгм. Этот а, культ. секта, это культ, это Мгм. секта. М, Я слышу внутри религиозной общины иудеев. Мгм. Это нарост, да, это нарост, это а, как рок такой. Это считываются враги человечества, упыри. То есть я вижу, что в эту общину проникли через некоторых людей вот эти, ну, это община. Они прикидывались религиозными точно так же, как сейчас в Москве прикидываются вот этот, ам, я слышу, и Папа Римский тоже прикидывается святым. Вот он персонаж номер один сейчас, Папа Римский. Мгм. Ну, как собирательный образ. Но я вижу его, это современное лицо, а потом все остальные. Они все считываются как упыри, и все они, я вижу, имеют ореол святости для того, чтобы обманывать. Этот ореол, эти нимбы, они вот как будто бы бьют подсознанию человека и сбивают с толку. Мгм. Я слышу, Понятно. запирают в сознании. Мгм. И какие доводы этот Аримофейский мне предъявлял, что я усомнился, что он там не чесал? Он вот так бороду свою вот так вот крутит и говорит, ты не можешь быть Богом. И крутит эту черную бороду. Так хитро смотрит, и одновременно с него Сталин смотрит. Мгм. И Сталин, и вот эти все, как наклейки такие круглые, вот эти люди, Мгм. они как бляшки такие, чужеродные. То есть они, ничего человеческого нет, просто такие, как отпечатки в информационном плане. Так, и что я засомневался в этом, что я не могу быть Богом? Ну давай посмотрим, какой был Давай контракт, Мгм. что происходило на подсознательном уровне. Давай посмотрим, что на подсознательном уровне, с чему я согласился, на что я согласился. Ну, я снова слышу, засомневался в своем совершенстве, э, отдал. Я Мгм. вижу, как будто бы по рукам, то есть согласился. Мгм.
Спроси меня, зачем я согласился, ради чего? Я слышу, ради совершенства, совершенствования личного опыта и опыта других. Мгм. А здесь я вижу как будто бы такой какой-то энергетический объект в виде такой трубы, которая вот так какими-то кольцами вот так идет туда. А Что это? Мгм. это имплант. Это имплант. Я Мгм. слышу насажденный. То есть, а что такое имплант? Имплант– это идея, вера, ага, признание чего-то. Мгм. Да. Так, и что через этот объект уходила моя энергия? Я слышу подслушивать твои мысли. Ты согласился с упырем, и они начали подслушивать твои мысли. Это такой, как фонендоскоп. Мгм. Они вот это приделали, как будто бы прослушку такую. И сразу же аналогичная конструкция проросла в них к твоей левой ноге, что символизирует ошибочное решение. Мгм. Мгм. Так, понятно. Что я отдал в этом контракте? Так, сейчас я посмотрю этот контракт, с кем он был М. подписан на Приказ, тонком уровне. приказы второй стороне контракта проявить согласно эфирным ДНК. Появляется этот целый эгрегор, целая энергоинформационная структура вампиров с этим зиккуратом внутри. Короче, этот Папа Римский, он как этот Бафомет сидит Мгм. на этом зиккурате. А под этим зиккуратом внизу, в нижнем пространстве, как будто бы овечка, которую дают на съедение крокодилу. А ты Мгм. как это увидел, так: Интересно, что это ты тогда не видел? Своим сознанием не видел. Мгм. И ищешь, 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 и нашел, как будто бы под сиденьем. Там подушка, на которой ты сидел. Мгм. И ты находишь, и открываешь ключом. Я слышу желание умереть, то есть подчиниться этим. Ты достаешь оттуда, Мгм. отменяй и расторгай этот контракт с этими упырями, с этим, ну так и звучит, Илья, с его всеми Расторгаю проявлениями, с его духом, а, во всех с его воплощениях, во всех демонами. событиях, во всех уровнях бытия, со всеми интерферентами, расторгая контракт, отказываясь жертвовать собой. Я тот, кто и есть. Эту, этот корону колючую, Венок отдаю, венок. приказываю ему убрать все их воздействия, магию, Кто-то насилие, орет, ложь. что ты забираешь у него корону. И я вижу, как разрывается этот символический Папа Римский, и это разрывается вот так в клочья этот зиккурат с этими демонами, и через этот портал выходит твоя божественная энергия, а на тебе много-много таких, как будто бы пиявки поприцеплялись, или как эти улитки на твоем энергетическом теле, очень много таких, как будто бы все навешались вот так с этого нижнего портала. Мгм.
Я тебе передаю, чтобы ты им всем передал информацию об освобождении и отделил упырей от божественных сияющих душ, и упырей всех, кто не хочет, кто отказывается выполнять волю Первотворца и жить по законам жизни, пусть по их воле уходят, на что они заслужили, а те, кто выбирает жизнь и процветание, пусть уходят вверх Мгм. к первоисточнику и возвращают себе жизнь. Я вижу в этом эгрегоре, где ты как будто бы кормил других, говоришь, что ты уже накормил всех, и этот эгрегор развалился. Он не выдержал этого света, Мгм. и все разваливается. Разрушай этот эгрегор Отправляет этот лжи, эгрегор на насилия. полную аннигиляцию. Так, и ты вот берешь эту тиару, которая скрывает что-то у Папы Римского, снял, и что-то там в этой черной дыре у него в голове что-то там делаешь. Так, а что ты там делаешь? Ну, это как будто бы ты и не ты, что-то там делается, открывается как будто бы какой-то Мгм. портал, там такой как засов, такой как будто бы дверь такая, просто у него в голове. Мгм. Так. Так, и Что с там? его этой головы что-то выходит таким потоком в сектор интерферентов. Считывается дух безбрачия, ну, безбрачия, то есть ухода от, ну, то есть первоисточник жизни– это как муж, который дает жене все, защиту, свободу, кров, ну все, как муж жене. Точно так же в духовном плане первотворец выступает мужем, защитником для сотворенных им душ. А те души, которые как коллаборанты перебегают на сторону интерферентов, Люцифера, они как бы расторгают этот брачный контракт и подчиняются уже этому контракту безбрачия. Они этого лже-отца принимают своим наставником, мужем, отцом и матерью, и всем. Так. И что с этим Папой Римским? Он вот так как взорвался, этот эгрегор. Ну, физически Папа Римский держится только на соглашении этих, ну, паствы, одураченных людей, которые признают его ценностью. Я видела, как моя бабушка постоянно целовала икону, где был этот Павел II, ну, Мгм. фотографии его, то есть идолопоклонство. Мгм. Вот. То Так, есть приказываю этому Папу Римскому, всей этой пастве забирать все их воздействия, их ритуалы, их короче, все их воздействия пусть применяет на них же. И кармы мы отдаю. я вижу, как этот символический гроб с этими штуками, как гвозди, возвращаются к этому Илье и просто впиваются ему в голову, и у тебя снимается этот имплант. Возвращай свое духовное зрение, направляй к источнику жизни, гармонии и процветания. Вот я вижу, крылья появляются, это снимается на всех уровнях. Вот На эти всех. прозрачные все. Стирай, приказывай этим всем вампирякам убирать. Я вижу, как с этого престола уходит эта черная энергия, Мгм. и на этом, как подиум, я вижу, этот бык уходит. Это что-то с играми было связано, с игрищами. Мгм. Уходит это. Вот, и этот Тореадор красный тоже уходит в сектор магии, а этот бык в сектор интерферентов. То есть это дух. Я Мгм. слышу, вот оно что, дух, вот эта игра, это как
символизирует дух безразличия к себе. Я вижу, как этот бык накалывает на рога этих тореодоров. Точно так же Мгм. эта программа навязывает, эта программа самоуничтожения себя. Уничтожай эту программу, забирай с нее, с этого эгрегора, все частицы твоей божественной искры Что жизни. же, возвращаю все, что принадлежит мне, все мои частички души, потенциал, энергию со всех времен, со всех мест, очищая, а все чужеродное отправляя на аннигиляцию. Я слышу слова, кто-то сказал, я пошел погулять. Мгм. А я вижу, что это ты говоришь. Я спросила, куда ты пошел погулять, а ты говоришь, что пошел погулять по темным пространствам, поискать себя. Я тебе передаю, чтобы ты пошел и сейчас просто притянул все частицы своей божественной души, отделил чужеродные энергии, вплетенные в твои живые, я слышу, жилы. Мгм. Верни своему сознанию чистоту, гармонию, эти все импланты отдавай Истинным виновникам. виновником вместе с кармой отдаю. Я вижу, как ты садишься на трон, а там увидел, что там есть этот черный, как подключка, как будто бы на черный шип садишься. И ты увидел это и отдаешь этот шип вот так просто в третий глаз этому Илье. Мгм. Я передаю тебе, что твое рациональное отказывается взаимодействовать с Ильей, смотреть его канал, пользоваться его помощниками. Мгм. И приказывай Илье, он находится с Моной в секторе магии, забирать их карму к ним же и применять все воздействия. К ним же приказываем им это Да, я сделать. слышу. Я нашел, Мгм. говоришь, ключ познания. И что это за ключ? А ты говоришь, доброта к себе. Мгм. Так интересно. А я спрашиваю, что включает в себя доброта к себе? А ты вот так протягиваешь левую руку к первоисточнику и говоришь... А что ты сказал? Сейчас я вернусь. Вернись, Виктория, послушай. Еще вопрос задай, снова улетела куда-то. Что в себе Что значит? доброта к себе, что в себе содержит доброта к себе. Я слышу, ты говоришь безразличие к программам антимира. И я вижу ту ситуацию, когда это что-то тебе предлагает, а ты вот так отказываешься. То есть это тебе не Мгм. из твоей реальности, это тебе не нужно. И ты говоришь, я себе свое знаю, и вижу, как какой-то там был как шкаф такой красивый. Ты повернулся к этому шкафу, достал уговор, договор, свиток такой. С Ильей я слышу. На долговечные условия взаимодействия. Мгм. Ты говоришь, я слышу, разворачиваешь так, и говоришь, я не могу тебе поверить, и у него на лбу такая штука какая-то квадратная. И ты берешь эту штуку, и вот так как бы как печать на этот листок, вот, и смотрим мы туда, а там такие, как змеи ползают. И ты говоришь, ты предал меня, ты обвинил невинного человека. Мгм. Говоришь, ты украл мой дух, сотворения миров. И мне Мгм. идет это из Библии, что через типа Иисуса все начало существовать, потому что первотворец как бы
своему первенцу поручил, доверил сотворять миры. И вот эту именно энергию они и стащили. Мгм. Во время этого соглашения пойти на поводу. А ты говоришь: я приходил много раз находил и терял. Мгм. И показываешь, говоришь, совершенствование разумения истины Мгм. Так, где где эта энергия сейчас находится? Это дух сотворения миров. А сейчас я вижу, как этот Илья ищет с его духами по карманам везде, как будто бы везде заглядывает, ищет. Ну, этот эгрегор, там и Папа Римский, кого там только нет, и звезда это. Мгм. Вот это все. Так, не находит? Они не находят. А я смотрю, Мгм. а оно у тебя в руке. Мгм. И ты вот так вот высоко поднял, они не могут достать. И вот так показываешь, что оно в сердечной чакре. Ты как будто бы вернул его. Это и есть этот ключ. И как это ты вот так вот сюда, это, то сразу засияла вот так вся сердечная чакра. Считывается недостающее звено. Я слышу, это доброта к себе, доброта к благополучию для себя, Мгм. ответственность за свою жизнь. Ну, жизнь – это жить, жизнь души. То есть жить – это жить. Это не процесс как-нибудь жизни, а Да, это это жизнь заботиться душевная. о жизни своей души, чтобы она всегда была живая, благополучная. И там вижу, как твои энергии, лицо, и ты говоришь, что ты возродился. И вижу, как ты вот так вот там в секторе магии, где этот был подвешенный ягненок, оно вот так Мгм. вот, эта энергия по этим путям психоэмоциональным вот в эфирном пространстве. И ты смотришь, этот теленочек, ягненок, агнец, Ягнёнок. Мгм. как будто бы взял вот так вот здесь у меня перед лицом, и вот так, это программа такая, как игрушка, раздвоился. Ножками он был вверх, и так раз раздвоился. И внутри я слышу соглашение на смерть. В нем, внутри. Мгм. Такая энергия, похожая, как энергия печени, считывается. Соглашение на смерть. Это как ягнёнок, как эгрегор? Это как программа подчинения смерти, Мгм. которая стала основой. Это предательство себя, программа жертвы, которая стала основой этого христианского эгрегора, потому что он именно проявляется как, наверное, самая большая религиозная секта Мгм. среди других. Вот. Так, что я И хочу я сделать? вижу с Мгм. этого, щас я посмотрю, из Мгм. этого живота как будто бы такая энергия, вот она такая темно-красная, как, ну вот как мозг, костный мозг, и уходит туда вниз. Так, кто главный, кто питается? Мгм. Кто главный, кто принимает энергию,
приказываем ему проявить согласно его эфирной ДНК. Появляется этот Люцифер, я вижу у него в голове такие потоки, два, похожие на кадуцей. Мгм. И он орет, что он дал духа своего ради этого красного. А это красное– это тело. И я слышу, что это культ тела Христа, принесенного в жертву, который символизирует соглашение на смерть физического тела и удушение божественной души. Потому что нельзя желать своему физическому телу смерти и надеяться, что живая душа останется свободной. Душа зависит от решения физического воплощенного разума. Да, великий обман всех народов. Да, отменяй то решение. И я вижу, ты берешь этот рог, это как рог, как колючка. Рог– это символ власти дьявола, дьявольской системы, а как колючка– это то, что ищет зацепку. Приказывай им убирать все воздействия от твоего трона, возвращай свою божественную царскую власть на троне Первотворца, потому что ты был помазанным Святым Духом на это царствование. Мгм. И возвращай свою власть, свое божественное пространство над твоей жизнью, над твоим телом. Приказывай Люциферу забирать все его воздействия. Приспешникам Люцифера тоже приказываю забирать их воздействие. Карма пусть их не забирает, а я возвращаю все, что принадлежит мне по праву. Я вижу, как в секторе магии, вот там, где это была похоронная, типа такая процедура, ты встаешь и с претензией к этому Илье, Иосифу, и говоришь, что ты делаешь? А он типа бальзамирует тело или что? И ты говоришь, что ты делаешь? Как? Дашь ему вот так вот в лоб кулаком. Вот. И говоришь потом, это мой трон, расторгаешь этот контракт. Строгая. И я вижу, как придворные схватили этого, выволокли за ворота, за дверь, куда-то его потащили. И я вижу, как пошел такой, как топор, который сам по себе отрубил это магическое пространство. Мгм. И я вижу, как какая-то штора из сектора интерферентов зашивается, возвращается. А эта штора типа в Иерусалимском храме, а Иерусалим, я слышу, это духовный близнец храма в Стамбуле. Мгм. Стамбул, Что, да. что это означает? Образец, духовный образец. Я Духовная слышу столица. духовный двойник. Нет. Что это обозначает? Я Двойник. слышу, что кто-то ушел, и евреи ушли. Куда они ушли? Откуда и куда ушли евреи? Я вижу, что они вот как будто бы из Стамбула ушли в Иерусалим. Они пришли группой, они между собой говорят, рассказывают что-то. И они все светятся, такие светятся. Это та часть евреев, которая не поддержала вот эту идею создания христианства. Это родственники были какие-то. Андроника? Да, и Камненная те связь. родственники, и те родственники. Ну, Угу. Так. так он комнином и был, из рода Камниных. Это из Украины, с Руси.
Русь или Украина тогда Мгм. была. Вот, и вот, ну, не знаю, короче, они пошли в Иерусалим, и я вижу, как там все так вот светится, и сотворили, создали, я слышу, мировоззрение. То есть они ушли, они не поддержали создание этого М. эгрегора христианского, а вот та группа, она так и считывается мафиозная структура. Они создали этот эгрегор, Мгм. мессианство типа. Мгм. Они поддержали, типа, они пошли на поводу у своих этих. Так, а куда евреи эти ушли? Что это за Иерусалим? Что сейчас находится на месте этого Иерусалима? Я слышу, что они создали духовный образец воспроизведения мира. Что Это это? такое, Что это за я вижу образец? такое энергоинформационное образование. Мгм. Как это образование на физике проявляется? Что это? Учение или что? Да, это религия. Я вижу их, но я, правда, никогда не была, не знаю, что они делают, в синагоге. Надо будет пойти посмотреть. Мгм. Но я вижу, что это какой-то обряд, ну или, ну как, Мгм. что-то они там Делимся. делают. Ну, не знаю, что они там делают. Что-то вот так делают. Они направлены. Вижу, что у них тоже есть, я слышу, ошибочные осуждения, там, где ноги. М, Я слышу какое-то предание предков. Это их удерживает. А где голова, вот так, где мысли, вот так отсюда, это все такое Мгм. сияние, и всё направлено к Первотворцу. Мгм. Вот это предание предков и мешает. Да, какие-то предания предков им мешает освободить, полностью свой, разум. Но я вижу, что они создали идею мира. Мгм. А что такое мир? Я вижу, это выглядит вот так, как, будто человек вот так как расширяет свое крепкое пространство, точно так же, как люди освобождаются, у них сразу энергосфера становится такая прочная. Я слышу: освободить себя. Мгм. М. Так, а что это за предание предков, которое им мешает? Не знаю, М. это Так. уходит, как в сектор магии, какие-то предания предков, каких-то, может, не знаю, я ж не буду выдумывать. Мгм. Вижу, что Закрыто это ещё. означает предание предка. Может, это всплывет когда-то еще, Мгм. Хорошо, Виктория. потому что это, может, тебя не касается. Тебя Мгм. касается Да. это только этот эгрегор христианства, который, Мгм. сотворили эти колдуны, Хорошо. чародеи. Разрушая этот эгрегор, всю информацию, всю истину, распространяя по эфирному пространству людям, которые касаются этого эгрегора и которые идут по пути освобождения. Ну, как интересно это происходит, когда ты разрушаешь этот христианский эгрегор,
что в этом информационном поле этот символический человек, который выглядит как еврей в религиозном убранстве, вижу, как он снимает эти черные сапоги. Мгм. И это считывается как освобождение мира, освобождение идеи мира от какой-то предвзяточности. То есть Мгм. как будто запустилась какая-то цепная реакция освобождения мира. И тут же я слышу эти искажения зоро, Австрийская. астризм, Мгм. астризм, Австризмская. и Мгм. дальше вот эти все эзотерические течения, в которых замешана вот эта ложь, быть готовыми себя убить. А Мгм. я вижу, что вот в этом пространстве, вот оно вот так, наверное, неспроста встало передо мной, я вижу. Мгм. Там главное считывается защита себя. То есть это наименьше, наверное, подвержены а, эти учения Мгм. вот этим жертвятским программам. Виктория, вот эта ситуация еще, когда я кормил там кого-то. Да, мне это тоже интересно. Чем это ты кормил? Мгм. Что это за происходило? Что и чем кормил? Давай посмотрим. Ну, я слышу, кормил надеждой. Как это так? Что это значит? А ты стоишь там, в этом эгрегоре, и к твоему сердечной чакре, к сердцу, к жизненному, считывается к жизненно важным. Этим тянется черный шлейф, а ты показываешь, стоишь, весь светишься и говоришь. Я вижу, что ты им показываешь будущее, как это будет разворачиваться. Это как вот эта тьма, как совмещение вот этого света и тьмы, и черноты создала эту матрицу, а ты показываешь и говоришь: "Посмотрите на меня". И Мгм. говоришь: "Все произойдет гладко". И ты все показываешь, как ты снимаешь эти сапоги черные, как ты снимаешь этот имплант, все показываешь. И ты показываешь, как разрушается этот символ жертвоприношения в христианстве. А людям подсознание ничего не говорит. Я помню, когда приезжал Павел II во Львов, для него построили такую церковь, и я только посмотрела на фотографию, где он там приезжал. Я не ходила туда, но я посмотрела на фотографии, и вот он стоит, и у него такая палочка длинная в виде креста, а на этом кресте такой жуткий типа Иисус, вот такой искореженный, такой вообще Мгм. ничтожный. То есть как нужно ненавидеть этого Христа, Иисуса Христа, чтобы сделать из него вот такое посмешище. То есть это такое вот вообще. Я не Мгм. пошла туда, и мне так стало жутко, думаю: "О, а это что такое?" Это нужно, просто я считала эту энергию ненависти, да, это, ну, просто Мгм. антихрист во плоти. Вот. Мгм. И я сейчас сегодняшним, сознанием, пользуясь, случаем, в том моменте, вот эта вся паства стоит, как истуканы, смотрят и молятся на этого вот. Передаю эту информацию, открываю вот так вот, чтобы они увидели истинное лицо этой религии, с целью Мгм. которой есть принести себя в жертву. Разрушаем этот эгрегор и приказываем этому папе римскому и всем этим типа священнослужителям, потому что есть честные,
А самая верхушка — это все мафия. Они все М, прекрасно знают, кому они служат. Вот, м, передаем информацию, чтобы они немедленно сбросили с себя эту личину святости. мгм, Забирай твою энергию вот, с их этих нимбов, так называемых, мгм, запрещай им, назначать святыми тех, кого ты не знаешь. мгм. Их святые — это все вот эти безбожники. Запрещаем это делать, запрещая лгать, запрещая одевать маски, иллюзии, и приказываем забирать карму за то, что за их насилие и ложь их деятельности каждому. Да, и я вижу, откроются тайны Ватикана, как главной империи зла. Мгм. Отлично. Убирай все твои причины, Выбирая причины проводила, звонов, давления, приказывая им всем боли. забирать. Приказываем забирать ихними руками все ихние энергии, карму. О, я вижу вот эти акты, идолопоклонства. Вот, целуют Христа, целуют, это дерево, на котором был распят Иисус. Это все в эфирном пространстве, как много-много таких вот, эм, объектов, которые создают шумы в твоем личном пространстве. Мгм. Отдавай этим идолопоклонникам. В Библии написано, вот Иоанна 5 раздел, по-моему, 2 стих: «Дети мои, убегайте от идолопоклонства». То есть, поклонение Первотворцу, вообще поклонение Иисусу, Сына Первотворца, противоречит конам Вселенной. Потому что, все мы, братья между собой и сестры. Это все равно, что гончар там наделал, каких-то стаканчиков, кружечек из глины, и одни кружки начали себя величать, а другие начали, тех, ну, восхвалять, возвеличивать. Это то же самое. Это безумие. Мгм. Так, всех этих, кто поклонялся, приказываем забрать ихние воздействия, полностью их отсекает от моего пространства, запрещаем вторгаться в мое пространство. Забирай всю твою энергию со всех актов поклонения, со всех этих кружек с кровью, с этих, Забираем. хлебушек, с этих крестов, с этих младенцев, которыми, с этих военных, которые убивают ради Христа. Они говорят: «С нами Бог», и именем Твоим, благословляют убийство. Это кощунство. Приказывая им забирать карму, а свою энергию Мгм. возвращай. Приказывая им забирать ихнюю карму, а все, что принадлежит мне, все абсолютно частички души со всех мест, со всех времен, со всех уровней бытия, я забираю и очищаю все чужеродное на аннигиляцию. Твоя энергосфера так утяжелилась, наведи там порядок. Она выросла, поднялась вверх. И я вижу, что вот этот объект, он уходит. Я Мгм. слышу, что твой опыт доброты совершенный. Мгм. Убирай все Гар- подключки, прослушки, запрещай всем этим. Выбираю все чужеродное, делаю ревизию, гармонизирую все мое пространство, все, что не принадлежит мне, все чужеродное, отсоединяю, убираю, выталкиваю из моего пространства. А ты Я что наполняю смотришь всё. тут? Что он смотрит? Кто там смотрит? Контракт? Так дьявол Нету. смотрит с Мгм. рогами, вот этот, как этот, вал, Мгм. бык этот смотрит. Стоит вот тут вот и смотрит. Приказываю Я этому ПК ему забирать приказываю. его воздействие и всю его. Он показывает, что он как будто бы этого ягненка продел. Я
приказываю ему забрать все воздействия. Никакой он не Бог, он Мгм. всего лишь выдумка, фантазия, его не существует. Я ему говорю: "Тебя нет". Мгм. И я вижу, как, ты взял этого, уже нет этого, остатки этого ягненка, вот так скомкал и выбросил. Этого Бога нет, это все фантазии, выдумки. Оно просто это все, этот Ваал, это и есть истинный, Бог, который типа это фантазия, которая поддерживается, вот этими прихожанами, я слышу. Когда они Эгрегор. Мгм. отдают свой разум в это, я слышу, безглузде, то есть бессмысленный этот, образ. Вот тогда они же творцы, люди же творцы, Мгм. наполняют жизнью это безжизненное тело. Возвращай своему физическому телу жизнь, здоровье, красоту, гармонию, всем своим эфирным телам. Мгм. Возвращаю, гармонизирую, наполняю жизнью, светом, чистотой, всей мой потенциал я возвращаю. Вижу, как ты, пришел вот так, в секторе Первотворца и обнимаешь свое высшее Я. Находился уже. Мгм. И вижу, как, чужеродные энергии просто тают и исчезли. А ты соединился со своим высшим Я слышу, открыл врата разума, жизни, гармонии. Мгм. Хорошо. Я слышу, ушел от проституции этого мира. Это же религия, она же есть эта вавилонская проститутка, которая сношается со всеми, э, там написано, царями земными и банкирами. Да, эту, этот Ватикан давно пора потрепать. Мгм. Хорошо, Виктория. Запрещай эту религию и Запрещаю. забирай свой дух со всех измерений, со всех времен, Забираю. заменяй на жизнь, гармонию жизни, все Жизнь. эти пространства, искрой Рас- жизни наполняй и растворяй все негативное, наполняй светом, гармонией, жизнью, чистотой. Я это делаю, очищаю все эфирное пространство, все чужеродное отправляем вниз. Мгм. Вот. Распространяя информацию Да. по всему эфирному пространству. Мгм. Опыт. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, поднимаемся максимально вверх, закрываем порталы. Посмотри Да. на меня сейчас, как я выгляжу. Все ли сделали мы на этом сеансе для меня? Да, считывается вот так счастье, Мгм. крылья. Я передаю, чтобы ты, наполнил место тех имплантов здоровьем, светом, излечил все изъяны, карму отдал за вторжение в твое пространство каждому, отменил. Я слышу рукоприкладство. Отменил все акты насилия на тебя физического во всех воплощениях, на твои эфирные отпечатки в любых воплощениях, в любых временах, во всех измерениях. И призывай карму за вторжение в твое личное пространство каждому, кто это сделал. М. Я это делаю. Мгм. Мгм. Хорошо. Все, Виктория. Наполняемся светом. Мгм. Спроси меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе. Да. Но идут слова, что кому много дано, от того много спросят. Это точно. Хорошо, Виктория. Мгм. Прощаемся с моим эфирным телом. Да.
Отсоединяйся от всего, от всех и всего. Мгм. Проверяй Да, твое личное пространство. да, все хорошо. Здорово. Наполняемся энергией света, любви и гармонии. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговаривают, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.